Все телефонные болтушки оставляем на потом. Ну я шикарно смотрюсь в кадре. Великолепно. Богинечка. Богинечка это я. Такой большой. Всем привет, меня зовут Руслана, и это Швейка ТВ. Сегодня мы с вами пошьем как раз очень сексуальное платье, а это означает, что мы будем шить платье-комбинацию. Наверное, я настолько их обожаю, что просто шью в огромном количестве. И также я вам в информационном боксе оставлю несколько ссылок на платные и на одну бесплатную выкройку платье-комбинацию. Мне же симпатизирует именно ту, которую я сейчас буду шить. Уже один раз я шила, я думаю, если кто смотрит меня, тот видел эту комбинацию на мне в фиолетовом цвете. Тогда я уже была на каком-то там энном месяце беременности, и все начали просто подумывать о том, что я либо выполняла, либо все-таки у меня вырос беременный живот. И да, вот в тот момент я как раз не стеснялась, но просто он не был настолько виден. И эта комбинация настолько мне нравится, что я не могу просто от нее отказаться. Она в таком красивом фиолетовом цвете, как рубашка в предыдущем видео. Я оставлю здесь ссылочку по переделке рубашки вот такого цвета. Ну что, давайте разберемся, сколько же ткани нам понадобится. Так как Так как платье-комбинация будет кроена по косой, то, конечно же, лучше взять побольше ткани. То есть на свой размер, который сейчас, если честно, где-то в размере М, я беру 1,60 м или 1,70 м ткани. Я взяла из остатков, поэтому как я выбирала? Мне нужно было, чтобы она была плотная, струящаяся, такая вот тактильно приятная. Для меня тактильность это вообще очень важный фактор. И плюс, чтобы у нее был такой еще какой-то глубокий цвет, потому что для меня функциональнее всего в темных цветах платье-комбинаций. В светлых я их вообще не сильно понимаю. В каких-то ярких она у меня не работает в моем гардеробе. Возможно, в чем-то она классно работает. Вот та яркая, ее слишком быстро мы запоминаем, и она примелькается глазам, и ее сложно использовать долгое время. Что касаемо темных комбинаций, у меня их штук 10, наверное. Нет, ладно, 10 нет, 5. 5 штук у меня есть, они все разных там. Одна с кружевом, черная с кружевом другим, в горох, просто какая-то темная комбинация. И вот сейчас у меня будет темно-синяя. Я уже раскроила, так что у меня нет ткани в руках, но вы дальше увидите. Обращаю внимание, если вы новичок, пожалуйста, прям внимательно смотрите инструкцию, которая идет к этой выкройке. Если вы будете ее брать, раскладывайте так же, как там указано в инструкции, потому что здесь это огромный тетрис. Если вы неправильно уложите, как сделала это я, там чуть дальше вы увидите, что я сделала косяк, но ничего страшного, я этот косяк исправила, и он мне очень нравится. Ткань, еще раз, я проговорю, 1,60 м ткани, это должна быть какая-то струящаяся ткань, желательно более-менее натуральная. Я бы брала какую-то плотную купру, но плотной купры у нас в городе почему-то нет. Я нашла, у меня был смесовый состав, лиоцел с вискозой, очень красиво, и полированная вискоза очень красиво смотрится, но мнется страшно, но выглядит прям эффектно невозможно. Вы можете взять что-то в своем стиле, но мне, например, очень нравится блестящая текстура, струящаяся ткань, плотная, чтобы не нужно было делать подкладку, потому что с подкладкой вы еще намучаетесь. Также вот с такими тканями, обращайте внимание, мне очень не нравится, я работаю сейчас на утюге, и мне очень не нравятся эти пятна, которые остаются после утюга, поэтому берете проутюжильник из основной ткани, кусочка основной ткани, уверена, что с углов у вас остается, и используете как проутюжильник из основной ткани, и в принципе эти моменты немножечко смягчаются и становятся более аккуратные. Обязательно утюжьте ткань перед тем, как работать, продекатируйте ее или постирайте. Я бы вам советовала постирать, если это, конечно, не натуральный шелк, но с ним чуть поаккуратней. Обязательно декатируйте. Это либо пропарить утюгом, либо постирать и пропарить утюгом. Но смотрите на температурный режим. Я вот на маленькие нюансы обращаю внимание, потому что я знаю, что много здесь новичков. Не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет это очень приятно. Я знаю, что я очень много говорю, но эти моменты очень важны. Такие вот маленькие нюансики, что нужно декатировать ткань, что нужно обращать внимание на утюг. Я часто вижу в своей школе о том, что люди прожигают ткань. Обращайте на это внимание. И поехали кроить. Это платье довольно быстро шьется. Если бы у меня не было детей, мне кажется, я бы пошила его еще быстрее, но я ограничена во времени, поэтому я шью его в несколько подходов. И полетели.
Так, это платье настоящий тетрис. Сначала вы долго выкладываете на 1,60 м ткань по косой. Сразу говорю, это не подходит для новичков. Очень сложно работать с тканью по косой. Если вы новичок, пожалуйста, 10 раз подумайте, прежде чем приступить. Хотя бы пошейте пару простых платьев, потом можете приступать к такому сложному. В прошлый раз, когда я собирала это платье, у меня возникла проблема в плане того, что я его собрала бельевыми швами по боковым швам, и это дала большую толщину и не очень красиво смотрелось на фигуре, поэтому в этот раз я воспользуюсь оверлоком. Но те, кто хотя бы умеет неплохо пользоваться швейной машинкой и любит метать, то это платье для вас. Оно довольно быстро шьется. Есть несколько элементов, которые сложные, а в целом это платье очень даже не такое сложное, как кажется на первый взгляд. Ну, в общем, с помощью магии монтажа у нас с вами появится уже вырезанная вся выкройка, и я расскажу, как дальше ее собирать. На самом деле у этого платья есть великолепная инструкция, вы можете воспользоваться инструкцией и все это прочитать там. Ой, красиво, не могу. Чтобы все говорили, что я умею шить. Боже, посмотрите. Красиво так фалдит, вообще не могу. Идеальная ткань. Идеальная. Посмотрите на этот блеск. Блеск, вау. Так, приступаем к сборке. Первое, что я сделаю, это я запутаюсь в своей петличке. Но нет, распутаюсь в петличке. Мы сейчас соберем спинку. Вот этот вот шовчик. Аккуратненько, не спешите. Видите, по косой это все просто в секунды вытягивается и превращается в какую-то соплюшку. Соплюшка. Ей. Главное не спешить. Острые булавочки. Вот и все. Слабонервных прошу отойти от экрана и прекратить шить платье комбинации. Но то, что вы получите в конечном результате, вы будете в восторге, если честно, потому что это очень-очень-очень красиво. Я собираю сначала этот шов, потом соединю боковые швы вместе с большой основой. Сейчас вот большая основа. Я понимаю, что вам не слишком хорошо видно. Еще у нас есть вот эта вот верхушка, но я пока присоединю... Где ты там? Частично боковые и верхушечку для того, чтобы все это соединить и посмотреть приблизительно, как это будет смотреться. И я забыла, что у меня деталь вот эта вот по косой, которая вот тут вот вверх. Мы тоже его присоединим, приметаем и все примеряем на себя для того, чтобы вы видели, если вдруг есть какие-то погрешности. Но в принципе по косой она должна быть слегка свободная. Обращайте на это внимание, она должна быть не приталенная в бедрах. Я люблю немножко воздуха, и она очень красиво сидит, мне кажется, на любой фигуре. Чуть-чуть подчеркивает живот, но это допустимо в принципе в любой комбинации, так что не переживайте. С пиджаком вообще просто песня. Выбирайте нейтральный цвет и будет персик. Ой, персик убился. И вот так вот аккуратненько все это соединяем, не спешим. В общем, с помощью магии монтажа вы увидите частично сметанную эту всю детальку, а потом на машинку обязательно, видите, я все метаю, потому что это невозможно. Для того, чтобы изготовить вот такой вот симпатичный шнурок, нам нужно
Нам нужно дать строчку, стараться максимально ровно ее давать, отрезать небольшое количество припуска. Для выворачивания я использую вот такой вот крючок. На самом деле я оставила длинные нитки для того, чтобы продеть через иголку и как бы все это продеть с помощью иголки, но я нашла на работе вот этот вот прекраснейшее приспособление. Его можно купить на Алиэкспрессе. В принципе, я его там и взяла. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Где ты там, крючочек? Задеваем. Вначале нужно аккуратненько все это вставить. Главное, чтобы рыбка не сорвалась с крючка. Все нормально. И вот так вот выворачиваем полностью и потом приутюживаем плоско. Видите, он у меня стал плоский. И приутюживаем аккуратненько утюгом. Смотрите, чтобы не оставалось полос. Я сделала несколько таких вот полосочек, показала вам, как сделать одну. Приступаем к обработке обтачки. Что я делаю? Я беру, выкраиваю клеевую. Видите, у меня трикотажная клеевая. Моя обтачка. Я укладываю это лицо, лицом к лицу, вот таким вот образом, и прокладываю по краю максимально близко строчку. И потом приклеиваю свою обтачку, и мне не нужен оверлок. Мне на самом деле этот способ больше всего симпатизирует из всех, которых есть. Так, дружок, может, мы будем красиво укладываться или нет? Или не будем? Вот так вот. И также я проклею спинку, небольшую такую полосочку. Может, я отрежу, сделаю ее уже. И для того, чтобы тоже был красивый край. И потом все это сошью. И вот так вот аккуратно. Я, так как у меня игла ходит в разные направления, я как бы в самое крайнее правое положение поставила. И по краешку шью, сшивая 2 детали. Дальше я покажу на утюге. И вы не понимаете, насколько это аккуратная вещь получается. То же самое делайте на обтачке спинки, но там по ровной, поэтому вы можете начать с обтачки спинки и перейти на обтачку... нет, это обтачка спинки на обтачку переда. Я абсолютно вас сейчас введу в заблуждение. Вы попробуйте один раз этот метод, вы никогда не сможете отказаться от него, поверьте. Он настолько аккуратный. Я уже показывала в каком-то из видео этот метод, но покажу еще раз, потому что я его страшно обожаю. Страшной любовью обожаю. Все лишнее потом подрежем, так что не страшно, если что-то кривенькое. Функция обрезания нитки просто love. Чик-чик-чик. Красота. Так, сейчас будет сложный момент. Я образовываю небольшой перекант и прохожусь утюгом. Чик. Сейчас я вам покажу ближе. Сделаю маленький элементик. Вот, что у меня получается. И вы на всем протяжении так стараетесь сделать. Я это сделаю за камерой, потому что прям нужно повыкладывать и постараться. Еще можно вот таким вот образом чуть приклеить. Желательно не клеить. Не хочу по лицу. Знаете, у меня такая... Мне не нравится по лицу проходиться, поэтому буду по изнанке и за камерой уже покажу готовый результат. Вот такой вот чистовой вариант у нас получается. На самом деле я жутко... Сейчас. Смотрите. Ну это просто лицо. Лицо без оверлока мне очень нравится. Теперь соединяем вот эту вот детальку со спинкой. Боже, что за пятна? А, это вода. Все окей. Чик. А, нет. Чик. Что я делаю? Соединяем, в общем. Чик. Чик. И вот эту. Чик-чик. Сшиваем их. И вуаля, красота, красотенская. Сшиваем нашу обтачку.
обтачку спинку, обтачку переда. Потом заготавливаем вот такие вот петелечки. Ой, петелька улетела. И будем их вставлять в те места, где они отмечены, через которые мы будем, в принципе, все это продевать. Плюс у нас будет спереди там все. Ну, в общем, вы сейчас все, надеюсь, что увидите. И я постараюсь более-менее наглядно показать. Вот наш верх. В этот верх, вот в эту детальку я вставила бретель. И вот до сих пор, вот здесь еще одна будет вот это вот, боже, что с моими словами? Петелька будет в этом месте, так что мы дошиваем. Раз, с одной стороны вставляем петлю и дальше дошиваем спинку. Так, уравниваем, стараемся подровнять. Не спешим, страшно. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Надеюсь, там все внутри закрепилось. Раз. Оп. Красота. Ляпота. Надеюсь, ляпота. Обращайте внимание, что у вас есть изнанка и лицо, чтобы у вас получилось красиво. На самом деле очень красиво выглядит. Все это будет так красиво драпироваться. Теперь то же самое с другой стороны. И петелечку. Боже, я переживаю, такое впечатление, что я первый раз что-то шью. Так волнительно, так волнительно. Так, где моя петля? Так, где мое лицо? Раз. Сейчас нужно проложить строчку по обтачке. Я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, вот у меня строчка по обтачке, максимально близко. И потом мы здесь вы рассекаете, это уголочек, и аккуратненько все потом приутюживаете. Таким образом у вас получается красивый перекант. Это очень сложно показать. Вот, видите, тут у меня все внутри. И главное это делать по обтачке. То есть я по всему периметру перестрачиваю для того, чтобы у меня получилось красиво. Вот, смотрите, вот эта ниточка. Я начинаю с этого ушка, потому что ближе я не могу подойти. И вот так. Так, надеюсь, видно. Я стараюсь. И потом хорошо приутюживаем. И последним этапом, который вам нужно сделать, это сделать низ. Здесь аккуратная двойная подгибка. Одевайте на себя. Смотрите, ровненький ли он, потому что по косой он может где-то провисать. И делайте двойную аккуратную подгибку по вашей возможности, как у вас получается. Ну и все. И давайте посмотрим, как это прекраснейшее, великолепное платье будет смотреться на мне. Если кто-то обладатель супер красивых ровных ног, пожалуйста, делайте мини, вы останетесь в восторге. Было вам сказать пару слов о том, что эти завязки я найду в Пинтересте. Нашла красиво, как завязывают на спинке вот эти вот завязочки. Надеюсь, вам будет полезно. Я вставлю здесь вот маленькое видео с Pinterest. Да, с Pinterest, маленькое видео, как это делать, как завязки бывают разным образом. Ну вот и все. Я пошила это прекрасное платье. Я безумно довольна. Я просто в дичайшем восторге от самой выкройки, от самого фасона. Мне кажется, он делает меня более женственной, даже не с идеальной фигурой, как я считаю. Ну, вы, в общем, надеюсь, вы просто напишите что-то приятное, потому что для меня это крайне важно, и мне будет очень приятно. И до новых встреч, целую, обнимаю, и спасибо вам за просмотр. Пока-пока! Пока-пока!